Какие мобы проиграли в голосованиях Minecraft Live? Всем привет! С вами Злобий. И мы начинаем! 2017 год. На выходе версии 1.13. И Mojang проводит первое голосование. На выбор было целых 4 моба. Кракен, Обжора, Инферно и Фантом. А всех по порядку. Кракен – подводный моб, который по задумке должен был нападать на всех путников с помощью своего языка и тянуть на дно. Моб сильно бы разнообразил подводный мир, добавив в него больше опасности. Обжора – это милый на первый взгляд моб, имеющий большую пасть и нездоровую любовь к магии. Он представляет собой живую ловушку, которая закапывается в землю, тем самым маскируясь, и нападает при наступе на него. Любые блоки или вещи, которые попадут к нему в пасть, теряются навсегда. Точно показано не было, что это за нездоровая любовь к чарам. Но есть уточнение, что эту особенность можно будет использовать и в своих целях, что несомненно является плюсом копилку этого моба. Инферно – король ифритов, нападающий на игроков целой стеной пламени. Имеет при себе щиты, которыми умело защищается от атак. Ну и последний моб – Фантом. Единственный летающий моб, нападающий на игрока в наземном мире. Появляется только при условии, если игрок не спит уже 3 суток. Как раз таки является победителем этого голосования. На первый взгляд кажется: вау, какие все интересные мобы, у каждого есть особая механика. Почему же выиграл именно Фантом? Но давайте рассмотрим некоторых чуть внимательнее, а именно Инферно и Кракена. Чтобы понять, почему выбрали не их, достаточно просто описать их, без показывания образа. К примеру, очень кратко. Океаническое враждебное существо, присасывающееся к игроку. Да тут ненароком в мыслях возникает не Кракен, а Страж, имеющий точно такое же описание, с разницей лишь в том, что он обитает не во всем океане, а в пределе своей структуры. С Инферно та же проблема. Это просто чуть усиленная форма ифрита. Выглядит, конечно, интересно, но особо ад никак не изменил бы. В итоге у нас остается лишь 2 более-менее нормальных моба. Оба доставляют неприятности игрокам, но по-своему. Лично мне в Обжоре не нравится пункт, что он съедает вещи игрока. Вот представьте, вы долго создаете броню, затем столько же времени зачаровываете ее с помощью книг. А эта падла просто берет и съедает ваш труд за считанную секунду. Но кому-то эта черта даже нравится, так как добавляет хардкорности. Забавно, кстати, что в финальном голосовании разница в голосах была минимальна, так что Фантому частично просто повезло. Голосование в 2017 году вышло интересным. Но какие же мобы были показаны в следующем, в 2020 году? Здесь уже было не 4 моба, а всего 3. На выбор были даны цветочная корова, сверкающий спрут и ледолог. А всех также по порядку. Цветочная корова. Просто корова, только желтого цвета и с подсолнухами на спине. По словам разработчиков, она должна была как-то взаимодействовать со пчелами, но на деле ничего не показали. Ледолог. Зимний пилладжер, обитающий в ледовых пиках и нападающий на игрока, создавая глыбы льда над головой. Довольно нетипичный моб, который улучшил бы зимние биомы хоть какой-то опасностью. Ну и сверкающий спрут. Просто подводный спрут, только со светящейся текстурой. Да, кандидаты явно хуже, чем в 2017. Единственный более-менее интересный моб – ледолог. Но почему же выиграл какой-то ничем не примечательный спрут? А тут произошла очень интересная история. Дрим, известнейший ютубер по Майнкрафту, решил по приколу призвать своих подписчиков голосовать за самого бестолкового моба, якобы объясняя, что этот спрут разнообразит шахты, сделав их более красивыми. К этому присоединился еще и самый известный блогер в мире на данный момент, MrBeast, который также призывал людей голосовать за спрута. А аудитория у него не только майнкрафтеры, поэтому некоторые голосовали просто по просьбе, даже не задумываясь. И вуаля! В итоге победителем стал сверкающий спрут. Следующим не менее бурным голосованием стал выбор мобов в 2021 году. Участников также 3: Светлячок, LA и Медный Голем. Один из мобов был в голосовании чисто для вида, так как предсказуемо, что большинство не станет голосовать за какую-то светящуюся траву, которая толком ничего и не делает. А вот между оставшимися мобами было куча споров. Медный Голем – моб, который взаимодействует с механизмами, нажимая иногда на кнопки. Со временем он начинает окисляться и приобретает зеленый цвет. Моб с очень интересной механикой, не похожий ни на кого другого. LA – также моб со своей интересной механикой, связанной с перемещениями предметов и выбрасыванием их игроку. Помимо этого, имеет интересную историю, связанную с порабощением пилладжеров. Он как раз таки и победил в этом голосовании. И в чем же заключались споры игроков? У обоих механика интересная, не похожая ни на кого из мобов игры. Однако, работу обоих можно заменить с помощью несложных механизмов. Например, с помощью овцы, травы и наблюдателя можно повторить механику Медного Голема, заключающуюся в активации механизма в случайное время. А механику LA с переносом вещей повторяет связка из дропперов и воронок. Ну и вот,
Последнее голосование на момент снятия этого видео. 2022 год. 3 моба. Нюхля, Негодник и Туфовый Голем. В целом, подход разработчиков не изменился. Один моб чисто для вида. Единственное, что умеющий, это держать предметы в руках. И 2 главных претендента на победу. Негодник и Нюхля. Негодник. Моб с особой механикой пряток. По задумке, его нужно было искать в пещеры. И за поиски он награждал игрока разными железными инструментами. А вот Нюхле никакой прям выдающейся механики не выдали. Но он выделился другим. Это динозавр, яйца которого находятся в океане. Единственная его функция – это зарываться в землю и находить какие-то семена. Почему же он выиграл? А дело в том, что по сути разработчики решили подкупить игроков в этом голосовании. Не просто дать какого-то моба, а еще и выдать обновление растений Майнкрафта. Ну и помимо этого, моб имеет хороший потенциал для истории. Именно благодаря этому Нюхля с большим отрывом победил в этом голосовании, набрав почти 2 миллиона голосов. А с вами был Злобий. Увидимся в следующем видео.